Вы когда-нибудь задумывались, почему мы так одержимы поиском жизни в космосе? Почему мы смотрим на Марс, на Европу, на Энцелад? Мы ищем воду, мы ищем органику. Мы ищем идеальные условия для зарождения жизни. Мы тратим миллиарды долларов на телескопы и зонды. Мы отправляем роверы на Красную планету. Мы строим планы по колонизации других миров. А теперь представьте, мы нашли мир, где есть все это. Есть атмосфера, есть органическая химия, есть реки, озера и даже моря. Есть геологическая активность, есть все ингредиенты для жизни. Только одно «но». Вместо воды там метан, вместо кислорода водород, вместо комфортных 20 градусов минус 179. Этот мир — Титан, спутник Сатурна. И он заставил ученых пересмотреть само определение жизни. Когда первые данные с зонда «Гюйгенс» пришли на Землю, астрономы сидели в полной тишине. Они смотрели на фотографии гальки. Обычной гальки. Но она была сделана изо льда. Там, где мы видим песок, они увидели замерзший бензол. Там, где мы видим воду, они увидели жидкий метан. Они поняли, что все, что они знали о жизни, может быть не универсальным. Вода – не единственный возможный растворитель. Углерод – не единственная возможная основа. Кислород – не единственный возможный окислитель. Если жизнь может существовать в метановых морях, то Вселенная становится гораздо более обитаемой, чем мы думали. Если жизнь может существовать при минус 179, то границы обитаемости расширяются до немыслимых пределов. Титан — это не просто спутник. Это вызов. Это вопрос. Это возможный ответ на один из самых древних вопросов человечества. Одиноки ли мы? Добро пожаловать на Титан. Мир, где небо всегда оранжевое. Где горы сделаны изо льда, твердого как гранит. Где моря горят, но не огнем, а химией. Где дождь идет жидким газом. Где ветер несет органическую пыль. Где возможна жизнь, которой мы не можем даже представить. В течение следующих 35 минут мы погрузимся в полную историю этого невероятного места. Мы узнаем, как он был открыт, что скрывается под его оранжевой дымкой. Есть ли там жизнь? И сможет ли человечество когда-нибудь назвать его домом? Пристегнитесь. Это будет самый холодный и самый захватывающий полет в вашей жизни. Весна 1655 года. Европа. Нидерланды. Христиан Гюйгенс, один из величайших астрономов своего времени, стоит у своего телескопа. Он изобрел его сам. Он усовершенствовал линзы. Он видел то, чего никто до него не видел. Он уже смотрел на Сатурн много раз. Видел кольца. Наблюдал странное ушко по бокам планеты. Но сегодня вечером он замечает нечто новое. Рядом со Сатурном в его тусклом сиянии едва заметная точка. Маленькая, бледная, почти невидимая. Она движется вместе с планетой, но не является ее частью. Она самостоятельная. Гюйгенс записывает в своем дневнике. У Сатурна есть спутник, который обращается вокруг него за 15 дней. Он не знает тогда, что это событие навсегда изменит астрономию. Он не знает, что через 400 лет люди будут говорить о Титане как о втором доме. Он называет его просто Сатурнова луна. Позже, через 2 столетия, этот объект получит имя Титан. Но для Гюйгенса это был просто еще один маленький шарик в бескрайнем космосе. Еще одна точка на карте звездного неба. Еще одно открытие, которое он сделал в своей долгой жизни. Но Гюйгенс не знал, что он только что открыл один из самых странных миров в Солнечной системе. Мир, который через 400 лет станет главной целью для ученых со всего мира. Мир, который перевернет наше представление о том, что такое жизнь. Десятилетия проходят. Телескопы становятся мощнее. Астрономы замечают, что Титан ведет себя странно. Он слишком большой, слишком массивный. Когда астрономы измерили его размер, они были шокированы. Диаметр Титана составляет 5150 километров. Это больше, чем у Меркурия. Это почти как у Марса. Титан – второй по величине спутник в Солнечной системе после Ганимеда, спутника Юпитера. Для спутника это невероятно много. Обычно спутники, чем это небольшие каменистые глыбы, покрытые кратерами. А Титан – это целый мир. Он имеет свою атмосферу, он имеет свою геологию, он имеет свою историю.
В 1672 году, через 20 лет после Гюйгенса, итальянский астроном Джованни Кассини замечает еще одну странность. Титан не просто точка. У него есть диск. Он не точечный. У него есть размер. Это значит, что у него есть атмосфера. Кассини делает смелое предположение. У Титана есть плотная атмосфера. На тот момент это было невероятно. Ни у одного спутника в Солнечной системе не было плотной атмосферы. Спутники — это обычно безжизненные камни, покрытые кратерами и пылью, а здесь целая атмосфера. Но доказать это было невозможно. Титан оставался оранжевым призраком, размытым пятном, которое не давало ученым покоя. Они знали, что там что-то есть, но что именно? Они не могли разглядеть. Десятилетия тянулись. Век сменял век. Титан ждал. Он ждал, пока человечество не создаст инструменты, способные проникнуть сквозь его оранжевую завесу. Он ждал, пока люди не построят телескопы, которые смогут заглянуть за дымку. Он ждал, пока не появятся космические аппараты, которые смогут долететь до него. В 1944 году астроном Джерард Койпер, тот самый, в честь которого назван пояс Койпера, использовал спектроскопию, чтобы проанализировать свет, отраженный от Титана. Он обнаружил метан в атмосфере Титана. Это было первое реальное доказательство того, что Титан имеет атмосферу. Но метан был только началом. Ученые подозревали, что там есть и другие газы, но они не могли их увидеть. Титан скрывал свои тайны. В 1955 году астрономы впервые измерили температуру Титана. Она оказалась очень низкой – минус 179 градусов. Это было шоком. Никто не ожидал, что там будет так холодно. Но это объясняло многое. При такой низкой температуре газовые молекулы движутся медленно. Они не могут преодолеть гравитацию Титана. Они остаются в атмосфере. Вот почему Титан сохранил свою атмосферу. Она просто застыла вокруг него. И этот момент наступил в 1980 году. Космический аппарат Voyager 1 пролетает мимо Сатурна. Он делает снимки Титана, и они поражают ученых. Первое, что они увидели, был оранжевый шар. Без единой детали, без облаков, без моря, без гор. Просто оранжевая дымка. Сквозь нее не мог пробиться ни один прибор. Титан скрывал свои тайны лучше любого космического агента. Ученые были в шоке. Они ожидали увидеть поверхность. Они ожидали увидеть кратеры, горы, долины. Вместо этого они увидели плотную оранжевую дымку. Титан был загадкой внутри загадки. Но Voyager сделал кое-что еще. Он измерил атмосферу Титана. И цифры были ошеломляющими. Атмосферное давление на поверхности Титана в 1,5 раза выше, чем на Земле. В 1,5 раза! Вода на Титане превратилась бы в камень от холода. Но его атмосфера была плотнее нашей. Как такое возможно? Почему такой маленький мир может удерживать такую плотную атмосферу? Ответ оказался простым. Титан холодный. Очень холодный. При минус 179 градусах молекулы газа движутся медленно. Они не могут улететь в космос. Гравитация Титана, хоть и слабая по сравнению с Землей, достаточно сильна, чтобы удержать эти медленные молекулы. Вот почему Титан сохранил свою атмосферу. Она просто застыла вокруг него. Voyager также обнаружил, что атмосфера Титана состоит в основном из азота. Примерно 95%. Остальное – метан. Но было еще кое-что, что озадачило ученых. В атмосфере были следы сложных органических соединений, тех самых, которые являются строительными блоками для жизни. Возникает вопрос, на который никто не мог ответить. Если атмосфера Титана так похожа на земную, и там есть органика, то, что скрывается под этим оранжевым покрывалом, там океаны, там горы, там жизнь? Ответа не было. Титан молчал. Но ученые не собирались сдаваться. Они начали планировать самую амбициозную миссию в истории исследования внешних планет. Они отправят зонд прямо на поверхность Титана. Они заглянут под оранжевую дымку. Они увидят этот мир своими глазами. Это будет одна из самых рискованных и драматичных экспедиций в истории космонавтики. 7 лет полета. 2,5 миллиарда километров. И всего 2 часа на поверхности, чтобы успеть передать данные, прежде чем батареи сядут. Но об этом мы поговорим позже.
А пока давайте разберемся, что вообще из себя представляет этот таинственный оранжевый мир. Потому что Титан — это не просто спутник. Это планета в миниатюре. Со своей атмосферой, со своей погодой, со своей геологией. Давайте представим, что мы можем снять этот оранжевый покров. Убрать дымку, заглянуть внутрь. Что мы увидим? Титан — это слоеный пирог. На поверхности температура минус 179 градусов по Цельсию. Это холоднее, чем в антарктической ночи. Это холоднее, чем на Марсе. Это холоднее, чем где-либо на Земле. При такой температуре вода становится тверже гранита. Если вы попытаетесь ударить по куску льда на Титане, он поведет себя как камень. Он не расколется. Он не треснет. Он будет твердым, как самый крепкий камень. А метан, который на Земле мы сжигаем в газовых плитах, здесь жидкость. Он течет по руслам, образует реки, собирается в озера и моря. Это странно звучит для нашего уха. Мы привыкли, что метан — это газ. Мы привыкли, что вода — это жидкость. На Титане все наоборот. Метановые реки, вообще это не метафора. На Титане есть реки, которые текут из метановых облаков через метановые дожди в метановые озера. Весь круговорот воды на Земле здесь работает с метаном. Когда метан испаряется, он поднимается в атмосферу. Там он конденсируется в облака. Эти облака состоят из капель жидкого метана. Они плывут по небу, такие же белые и пушистые, как наши облака, но из газа. Когда эти облака становятся слишком тяжелыми, они проливаются дождем. Дождем из жидкого метана. Этот дождь падает на поверхность. Он стекает в русло. Он образует реки. Он наполняет озера. Он питает моря. Весь этот цикл повторяется снова и снова, как на Земле, но с метаном вместо воды. Представьте себе дождь, который идет не из воды, а из жидкого газа. Представьте облака, которые несут не влагу, а сжиженный природный газ. Это не научная фантастика. Это реальность Титана. Атмосфера Титана состоит в основном из азота, примерно 95%. Остальное – метан и другие углеводороды. На Земле тоже есть азот, но здесь его в 1,5 раза больше, а давление у поверхности значительно выше. Но самое удивительное – это химия, которая происходит в этих облаках. Ультрафиолетовое излучение Солнца расщепляет молекулы метана. Эти кусочки снова соединяются в более сложные органические соединения, и они падают на поверхность. Каждый день на Титане выпадает около 1000 тонн органической пыли. За миллиарды лет это накопило целые дюны из сложных углеводородов. Вы когда-нибудь видели дюны из бензола? На Титане есть такие. Это песчаные горы, но песчинки там сделаны из замерзших ароматических углеводородов. По сути, это дюны из чистого органического вещества. Когда Кассини прислал первые радарные снимки Титана, ученые увидели темные и светлые участки. Темные участки оказались метановыми морями. Светлые – возвышенностями, покрытыми органикой. Между ними равнины, дюны, речные долины. Титан оказался геологически активным миром. На нем есть горы, равнины, кратеры и даже вулканы. Но вулканы на Титане не извергают лаву. Они извергают воду. Вода, которая поднимается из недр, замерзает на поверхности и создает новые формы рельефа. Это называется криовулканизм. Вода на Титане играет роль магмы. Она нагревается в недрах, поднимается к поверхности, вытекает и замерзает. Это создает ледяные горы и равнины. Некоторые из этих гор достигают высоты 1,5 километров. Они такие же высокие, как горы в Европе, но сделаны изо льда. На Титане есть кратеры, но их мало. Поверхность постоянно обновляется. Это значит, что Титан – живой мир. Не в том смысле, что там есть жизнь, а в том смысле, что там есть геологические процессы. Один из самых удивительных фактов о Титане – его моря. Самое крупное из них – Лигейское море. Оно размером с Каспийское море. Оно состоит из жидкого метана и этана. Если бы вы могли прилететь туда и посмотреть на закат, вы бы увидели оранжевое небо над черной поверхностью. Вы бы увидели волны, но не водяные, а метановые. Вы бы почувствовали ветер, но не влажный, а насыщенный углеводородами. При этом парниковый эффект на Титане работает наоборот. На Земле парниковый эффект нагревает планету. На Титане он охлаждает. Атмосфера Титана отражает солнечный свет,
не давая ему нагревать поверхность. Поэтому Титан такой холодный. Но под этой холодной корой скрывается тайна. Тайна, которая может изменить наше понимание жизни во Вселенной. 15 октября 1997 года. Мыс Канаверал, Флорида. Атлантический океан блестит в лучах утреннего солнца. Ракета-носитель «Титан-4» стоит на стартовой площадке. Она огромная, она мощная. Она готова отправить самый большой и сложный космический аппарат, когда-либо запущенный к внешней планете. На ее борту Кассини-Гюйгенс. 7 лет полета. 4 гравитационных маневра. И одна цель — Сатурн и его спутники. Миссия названа в честь 2 астрономов, которые открыли тайны Сатурна и Титана. Джованни Кассини открыл 4 спутника Сатурна и заметил атмосферу Титана. Христиан Гюйгенс открыл сам Титан. Их имена теперь связаны с самой амбициозной миссией к внешней планете. Запуск проходит идеально. Ракета поднимается в небо, через несколько минут она исчезает в облаках. Кассини-Гюйгенс начинает свой долгий путь к Сатурну. 7 лет, представьте себе. Вы запускаете космический аппарат, и он летит 7 лет, прежде чем достигнет цели. За это время вы успеваете состариться. Ваши дети вырастают, мир меняется, аппарат все летит. За эти 7 лет Кассини совершил 4 гравитационных маневра. Он пролетел мимо Венеры дважды. Он пролетел мимо Земли 1 раз. Он пролетел мимо Юпитера 1 раз. Каждый раз он использовал гравитацию этих планет, чтобы разогнаться и изменить траекторию. Это как если бы вы прыгали с одной вращающейся карусели на другую, чтобы набрать скорость. Эти маневры были рассчитаны с точностью до секунды. Любая ошибка могла отправить аппарат не туда. Но инженеры сделали все правильно. Кассини летел как по рельсам. В 2004 году Кассини наконец достиг Сатурна. Он вышел на орбиту вокруг планеты. Началась новая эра в исследовании внешних планет. Но самое важное было еще впереди. 25 декабря 2004 года зонд Гюйгенс отделяется от Кассини. Он летит к Титану. Он не вернется. Это путешествие в один конец. Зонд входит в атмосферу Титана на скорости более 20 тысяч километров в час. Это в 5 раз быстрее, чем скорость звука на Земле. Трение о воздух нагревает теплозащитный экран до 1000 градусов. Парашюты раскрываются. Сначала маленький, чтобы стабилизировать падение, потом большой, чтобы замедлить спуск. Начинается самое долгое путешествие в истории человечества к поверхности другого мира. 2 часа 30 минут. 150 минут неизвестности. Зонд Гюйгенс передает данные на Кассини, который ретранслирует их на Землю. Сигнал идет больше часа в одну сторону. Внутри зонда научные приборы. Они измеряют состав атмосферы, они фотографируют облака, они слушают ветер. Каждая секунда там — это новые данные. Каждый факт — это новое открытие. И вот 14 января 2005 года ровно в 11 часов 32 минуты по времени восточного побережья США зонд Гюйгенс касается поверхности Титана. Мягко, не повреждаясь. Он сел. Первое, что он видит, это галька. Небольшие округлые камни. Они не острые, потому что их обтачивали потоки метановой воды. Они гладкие, как речная галька на земле, но они сделаны из водяного льда. Представьте себе реку, которая течет жидким метаном. Она несет камни, которые трутся друг от друга и становятся гладкими. Точно так же, как на Земле. Но здесь вместо воды метан, вместо песка замерзший бензол. Гюйгенс работает всего около 2 часов. Его батареи рассчитаны на короткую жизнь. За это время он успевает передать на Землю около 350 фотографий и множество данных о составе атмосферы. Когда батареи садятся, зонд продолжает передавать слабый сигнал. Последний раз его слышат через несколько часов после посадки. Потом тишина. Гюйгенс молчит на поверхности Титана до сих пор. Он больше никогда не свяжется с Землей. Но он сделал самое главное. Он доказал, что Титан реален. Он показал нам мир, который мы никогда не видели. Но Гюйгенс не был единственным зондом, который изучал Титан. Его большой брат Кассини продолжал кружить вокруг Сатурна, делая снимки, измеряя атмосферу, прочесывая поверхность радаром.
Кассини работал 13 лет. 13 лет он передавал данные на Землю. Он сделал тысячи снимков. Он открыл новые моря, он нашел новые горы. Он показал нам Титан таким, каким мы его никогда не видели. И вот, 15 сентября 2017 года Кассини закончил свою миссию. Он был намеренно уничтожен, сгорев в атмосфере Сатурна. Это был конец эпохи, но начало новой. Теперь мы знаем о Титане больше, чем о любой другой Луне в Солнечной системе. Мы знаем его размеры, его атмосферу, его поверхность. Мы знаем, что там есть реки, озера и моря. Мы знаем, что там есть горы и равнины. Мы знаем, что там есть органическая химия. И теперь мы задаем самый главный вопрос. Есть ли там жизнь? Теперь мы подходим к самому главному вопросу. Есть ли жизнь на Титане? Долгое время считалось, что жизнь требует воды. Жидкой воды. Все, что мы знаем о жизни на Земле, строится на воде. Она растворитель. Она среда. Она основа. Без воды нет жизни. Это аксиома. Это основа всей биологии. Мы ищем воду на Марсе, на Европе, на Энцеладе, потому что вода — это ключ. Но Титан — это мир жидкого метана. Может ли жизнь существовать в метане? Представьте себе существо, которое дышит водородом. Оно не нуждается в кислороде. Оно использует ацетилен как пищу. Его клеточная мембрана состоит не из фосфолипидов, как у нас, а из гипотетических структур, которые ученые называют азотосомами. Эта жизнь была бы не похожа ни на что на Земле. Она была бы медленной. Очень медленной. Химические реакции при минус 179 градусах идут в 1000 раз медленнее, чем при комнатной температуре. Существо на Титане двигалось бы со скоростью черепахи. Его мозг работал бы как суперкомпьютер 70-х годов. Но оно могло бы существовать. Идея жизни на основе метана не нова. Ее активно продвигает химик Крис Маккей из исследовательского центра НАСА. В своей работе он предположил, что на Титане возможна жизнь, использующая метан вместо воды. Основное отличие такой жизни в растворителе. Вода – полярный растворитель, метан – неполярный. Это значит, что химия метановой жизни будет принципиально иной. В ней не будет привычных нам ферментов и белков. Вместо них могут быть другие молекулы, способные работать в метане. Но есть проблема. Метан – это не вода. Он плохой растворитель. В нем не растворяются многие соединения, необходимые для жизни. Кроме того, на Титане нет источников энергии, сравнимых со солнечным светом. Солнце там светит в 100 раз слабее, чем на Земле. Так что, если жизнь на Титане и есть, она будет полной противоположностью земной. Она будет не зеленой, а оранжевой. Не быстрой, а медленной. Не водной, а метановой. Но есть еще один вариант. И он гораздо более интригующий. Под ледяной корой Титана, на глубине около 100 километров, находится жидкий океан. Водный, соленый, теплый. Этот океан прячется внутри Титана, защищенный от внешнего холода. Вода там жидкая, потому что давление ледяной коры и приливное воздействие Сатурна нагревают недра. Вы когда-нибудь задумывались, что внутри самого холодного мира Солнечной системы может скрываться теплый соленый океан? Мир, где температура поверхности ниже 180 градусов, прячет внутри себя воду. И эту воду может согревать горячее ядро. Титан в этом смысле похож на Европу, спутник Юпитера. Там тоже есть подповерхностный океан. Но у Титана есть кое-что, чего нет у Европы – органика. Каждый день на Титан падают органические соединения из его собственной атмосферы. Миллиарды лет эти соединения накапливались на поверхности. И если через трещины в ледяной коре они попадают в подземный океан, то там могут создаваться условия для возникновения жизни. Представьте метановый мир наверху и водный океан внизу. Два разных мира. Два разных типа возможной жизни. Если Титан не пуст, то он может быть домом для двух совершенно разных видов жизни, которые никогда не встретятся. Одна живет в метановых морях, другая в подповерхностном океане. Это не научная фантастика. Это реальные гипотезы, которые обсуждаются в серьезных научных журналах. НАСА рассматривает возможность отправки еще одной миссии к Титану, чтобы проверить эти теории. В 2027 году планируется запуск миссии «Титан Dragonfly».
Это будет октокоптер, который прилетит на Титан и будет летать по его поверхности. Он сможет исследовать места, куда не добрался Гюйгенс. Он сможет искать следы жизни. Октокоптер — это дрон с 8 винтами. Он будет летать над поверхностью Титана, изучая его атмосферу, его море, его дюны. Он сможет забираться туда, куда не может добраться ровер. Он сможет исследовать места, которые кажутся наиболее перспективными для поиска жизни. Миссия Dragonfly станет первой в истории, когда летательный аппарат будет исследовать другой мир. Это будет прорыв. Это будет новый этап в изучении Титана. Но мы можем не дождаться результатов Dragonfly, чтобы понять, что Титан — это не просто научный интерес. Это еще и будущее человечества. Теперь самая амбициозная часть. Может ли человек выжить на Титане? И сможем ли мы когда-нибудь построить там постоянную базу? Сразу скажу, Титан — это не Марс. Марс сухой, холодный и беззащитный перед радиацией. Титан тоже холодный, но у него есть плотная атмосфера. Это меняет все. Атмосфера Титана в 1,5 раза плотнее земной. Это значит, что вам не нужен тяжелый скафандр, чтобы выдерживать давление. Вам нужен только кислородный баллон и очень-очень теплая одежда. Но это при условии, что вы не замерзнете. Минус 179 градусов – это серьезно. Даже самый лучший скафандр не спасет вас надолго. Но если у вас есть энергия, то Титан становится идеальным местом для колонизации. Почему? Потому что здесь есть топливо. Метановые озера – это практически готовое ракетное топливо. Вы можете заправлять свои корабли прямо на месте. Не нужно возить топливо с Земли. Оно уже здесь. Представьте, вы прилетаете на Титан, садитесь на берег Лигейского моря, опускаете шланг в метан и заправляете свой космический корабль. Это как АЗС в космосе. Титан может стать заправочной станцией для всей Солнечной системы. Кроме того, здесь есть вода. Много воды. Под ледяной корой. Вы можете бурить скважины, добывать воду, перерабатывать ее в кислород для дыхания и водород для топлива. Гравитация на Титане составляет около 14% от земной. Это почти как на Луне. Ходить будет легко, прыгать далеко, строить здания дешевле. Если вы подпрыгнете на Титане, вы улетите в 4 раза выше, чем на Земле. Вы будете чувствовать себя сверхчеловеком. Каждый шаг – полуметровый прыжок. Каждое движение, как в замедленной съемке. Но есть и проблемы. Солнечный свет на Титане в 100 раз слабее, чем на Земле. Это значит, что солнечные панели бесполезны. Вам нужны ядерные или химические источники энергии. Представьте, вы живете под оранжевым небом, где солнце светит как яркая звезда, но не греет. Весь свет, как на Земле в сумерках. Постоянные сумерки. Вечная ночь без звезд. Температура на Титане настолько низкая, что металл становится хрупким. Обычный стальной болт превращается в стеклянный. Он может сломаться от удара. Все, что мы строим на Земле на Титане, работать не будет. Инженерам пришлось бы разрабатывать специальные материалы, способные выдерживать такие холода. Титан, который мы используем в самолетах, стал бы пластичным. Алюминий стал бы хрупким. Все это нужно было бы учитывать при проектировании. Но есть еще один фактор – время. Через 5 миллиардов лет Солнце превратится в красный гигант. Оно расширится, и его температура повысится. Там, где сейчас холодно, станет тепло. Там, где сейчас пусто, может закипеть жизнь. Титан, который сегодня мерзнет при минус 180, через 5 миллиардов лет станет теплым миром. Метан испарится, вода растает. Титан превратится в планету, похожую на Землю, и если человечество все еще существует, он может стать нашим новым домом. Это звучит как фантастика. Но это наука. Солнце умрет. Мы должны будем найти новый дом. И Титан – один из кандидатов. Но это далекое будущее. А что мы можем сделать уже сейчас? Мы можем отправить туда новый зонд. Мы можем исследовать его поверхность. Мы можем понять, есть ли там жизнь. И мы можем начать планировать первую экспедицию. Первая экспедиция на Титан будет самой сложной в истории. Люди будут лететь 2,5 миллиарда километров. Они проведут в космосе годы. Они не смогут вернуться, если что-то пойдет не так. Но они сделают это. Потому что это в нашей природе. Мы исследователи. Мы путешественники. Мы всегда идем туда, где еще не были. Титан — это вызов. Это возможность. Это будущее. Мы прошли долгий путь. От открытия Гюйгенса до посадки зонда.
От оранжевого пятна до карты с морями и горами. От первого вопроса до возможных ответов. Титан — это больше, чем просто спутник. Это лаборатория природы. Это исторический архив. Это возможный дом для жизни и для нас. Когда вы смотрите на звезды, вы смотрите на прошлое, настоящее и будущее. Титан — это будущее. Возможно, наш новый дом. Или место, где мы найдем братьев по разуму. Или просто ледяной шар, который будет ждать своей очереди. Задайте себе вопрос. Если бы вам предложили отправиться на Титан в один конец, вы бы согласились? Напишите в комментариях. Мне интересно знать. В 2027 году НАСА планирует отправить к Титану новый зонд. Октокоптер, который будет летать над поверхностью и искать ответы на вопросы, которые мы задаем сегодня. Может быть, он найдет жизнь. Может быть, он подтвердит наши догадки. Может быть, он откроет нечто, чего мы даже не представляем. Мы узнаем. Рано или поздно Титан раскроет свои тайны. И тогда мы поймем, был ли он второй Землей или смертельной ловушкой. Но пока он остается оранжевым призраком. Манящим, загадочным, ждущим. Спасибо, что досмотрели до конца. Титан — удивительное место. И я надеюсь, что мы увидим его глазами нового зонда раньше, чем через 20 лет. Ставьте лайк, если хотите увидеть видео о других местах в Солнечной системе. Подпишитесь, если любите космос так же, как я. И помните, где-то там, в оранжевой дымке, возможно, есть ответы на самые важные вопросы человечества. Увидимся в следующем видео. Пока.